Здравствуйте, уважаемые зрители. Игроки хотят фреш-сервера. Ждут прямо с нетерпением. Ну, не все, конечно, но большинство. Тема фреша актуальна как никогда. Пиратские сервера давно эту тему выкупили и спекулируют на ней постоянно. Раз в год анонсируя новый реал. Новый сервер лучше всего может вдохнуть жизнь в проект, который потихонечку затухает. Так чем же привлекают игроков фреша? Чем они лучше миров, в которых уже открыт весь контент и более-менее состоявшаяся экономика? Давайте подумаем. Для кого-то это отчасти соревновательный элемент. Быстрее прокачаться, быстрее одеться, быстрее других закрыть контент. Но я хочу заметить, что этот челлендж вызывает интерес лишь у небольшого процента игроков. И, скорее всего, основная масса любителей фреша и даже рейдов не увидит и отвалится уже на стадии формирования статиков, через 2-3 месяца. Их-то чем привлекает старт нового сервера? Во-первых, онлайн. Большие онлайны завораживают, создают ощущение какого-то коллективного единства, когда все игроки, связанные общими интересами, собираются вместе, прокачиваются вместе, знакомятся, играют в свою любимую игру. При больших онлайнах чаще всего происходят интересные события, всякие замесы, ивенты. На старт сервера приходится самый пик общения между игроками. Топовые стримеры временно бросают свои основные темы и слетаются на хайповый сервак. И, конечно же, один из аспектов – это ощущение равенства. Когда ты не слабее и не сильнее других игроков и можешь как постоять за себя при нападении агрессивных представителей враждующей фракции, так и посоревноваться с другими соратниками в ДПС-гонке в подземельях и рейдах. Чем старше сервер, тем эта разница между игроками растет и становится больше и больше. Одни одеваются хорошо и врываются в топ, а другие недалеко уходят от своего стартового состояния. В любом случае фреш это интересно, поспорить с этим трудно. Но Blizzard же не пиратские проекты. У них открытие фреш-серверов всегда обуславливалось тем, что народу приходило больше запланированного, и новые миры в основном требовались для размещения новых игроков. Так всегда было. Не всех это устраивает. Казалось бы, сервера классики открыты. Если ты любишь ванилу, вперед, играй. Но народ не особо спешит. Вы видели, какие онлайны на вечной классике в моих последних видео? Маловато, да? Тут соглашусь. Присутствует два фактора. Один – это выход БК, который оттянул на себя одеяло, а второй – очень низкий онлайн. Есть игроки, которые хотели бы пойти на WoW Classic, но не готовы принять онлайн ниже 100 игроков. Но все равно, даже несмотря на активную фазу БК, игроки готовы пойти на фреш классики. С большим удовольствием, как только он стартует, и ждут этого с нетерпением. А знаете, чего я жду от вас, дорогие мои зрители? Что вы не поленитесь и поддержите мой канал подпиской, с колокольчиком на все оповещения. YouTube со своими непонятными алгоритмами в последнее время душит по жести. И вся надежда только на вас, на вашу поддержку и активность. А я, разумеется, постараюсь не разочаровывать и выпускать интересные и, главное, актуальные видео. Спасибо, дорогие мои. Итак, Blizzard запустили ПТР WoW Classic. Ни с того ни с сего. Просто в начале второй фазы БК, когда, казалось бы, внимание сосредоточено на Burning Crusade. Сразу вопрос, что бы это? Классика в завершенном состоянии, что там еще можно тестировать? Может, какие-то ошибки. Где-то всплыли баги, которые требуют незамедлительного исправления. Возможно. Но большинство игроков, промониторив, какой контент доступен на сервере, а доступен только контент где-то первой и второй фазы, все же склонны думать, что запуск тестового сервера Vanilla связан с предстоящим релизом фреш-серверов. Иначе какой в нем смысл? А тестировать будут именно те нововведения, которые мы как-то с вами обозревали в одном из видео. Кто не видел, клик по подсказочке в правом верхнем углу. Как вам такое? Vanilla с изменением механик, которые так не понравились игрокам и которые Blizzard категорически отказывался исправлять, следуя принципу No Change. Стремясь не оскорбить чувства олдфагов, которые хотели увидеть классику в том виде, в котором запомнили ее когда-то. Что-то все-таки они не побоялись изменить. Например, пофиксили паловский реконинг, добавили систему авторепортов, которые, кстати, злоумышленники не стеснялись абузить. Слои. Конечно же, слои, которые изменили классический экспириенс до неузнаваемости. То есть все то, что их делать не просили, но они все же изменили. А вот что действительно стоило изменить, трогать не стали. В итоге мы получили АФК прокачку, тотальное бафодрочерство и просто нереальный всплеск РМТ деятельности.
Но если последние вечные и почти неистребимы, то первые пункты легко исправимы, и за их удалением Близа бы сказали только спасибо. Сейчас, запустив фреш-сервера классики снова, чем бы Близы могли привлечь игроков? Ну, по какой причине должны игроки соскочить с других проектов и ворваться в ванилу, в которой, казалось бы, все уже видели за последние пару лет? Вот именно этим. Убрать все нудное и неинтересное и добавить все то, о чем их просили неоднократно. Это может сработать? Определенно. Это уже был бы другой расклад в WoW Classic. Отключение World Buff'ов в рейдах полностью бы переписали мету в игре, и, возможно, заиграли бы какие-то классы и спеки, находившиеся в тени. Возможно, вперед бы вырвались маги и локи на старте, оставив варов и рок позади, у которых нереально бустили World Buff'ы. И при отсутствии адового ДПС, может быть, заиграли бы типа проты. А? Ну как считаете? Напишите в комментариях, хотели бы пройти рейд, следуя всем тактикам, вместо стандартного спидрана. Ну, а отсутствие бустов на прокачку наполнили бы лоу-левел локации игроками, которые бы активнее взаимодействовали друг с другом и участвовали во всех аспектах WoW Classic. Что же будет с сервером вечной ванилы после старта фреша? Ну, скорее всего, ничего. Есть мнение, что фреш-сервера будут сезонными, с ускоренным таймлайном и откроют весь контент в течение года. А по завершении финальной фазы сольются со старым реалмом, ну пока это не подтвержденная информация. Пока официальных анонсов никаких не было. Ну зачем игрокам официальные анонсы? Они и без них знают, что когда будет. Я, кстати, по этому поводу немного поспорил с Noob Club'ом, которые уже заанонсили фреш заочно. Ну, что с них взять? Для них Reddit уже считается официальным источником. Ставь лайк, если тоже обо всех релизах узнаешь на Noob Club'е, а не от самих разработчиков. Но я буду внимательно следить за всеми новостями и изменениями, которые будут появляться, поэтому настоятельно рекомендую подписываться на канал, чтобы не пропустить ничего важного и интересного. Удачи!